Пускай для хоррор-игр есть отдельная тема ужасов, некоторые разработчики наполняют свой продукт атмосферой, которая, несмотря на категорию песочницы, шутер или даже экшен-РПГ, может заставить задуматься о присутствии кого-то с вами. Garry's Mod, Gorebox, Minecraft. Игры, в которых почти все игроки чувствовали на себе чье-то внимание. И сегодня я расскажу о 3 играх, которые имеют концепцию жуткого бэкграунда. Присаживайтесь поудобнее, я начинаю видео. Твоя жизнь ничто. Ты никогда не добьешься лучшего. Иди работай. Гордон Стриман. Игра, в которой мы в роли замотивированного чувака, проживая в однокомнатной квартире, пытаемся улучшить свою жизнь, используя стримы на Твиче. Сам герой всячески говорит, что его место в этом обществе полная шляпа. Если бы он мог починить свою машину, то уехал бы как можно дальше. Но несмотря на такой настрой, вся его жизнь полнейшая рутина. Еда, стрим-лотерея, еда, стрим-лотерея, еда, стрим-лотерея и так раз за разом. Вплоть до того, что жизнь в хрущевке становится невыносима. Возможно, поэтому же герой начинает видеть полный бред, который я не могу объяснить. Если я правильно помню, у игры есть несколько концовок, в одной из которых герой все-таки уезжает из своего города. Касаемо развития игры в плане обновлений и продолжений. Здесь не меньше паранормальщины. В последнем обновлении Гордон Стриман герой проживает день сурка, потому как нам из раза в раз говорят найти какой-то предмет, после чего мы оказываемся в комнате и нам говорят найти другой предмет. Геймплей просто не меняется, про те же вещи, что раньше герой говорит просто нет, а на фоне играет жуткая мелодия, которой не было раньше. Несмотря на это, весь дом завален деньгами, но выйти из него не получается, как и в принципе сделать что-то. У игры есть и вторая часть, где ГГ, что так же как и прошлый чувак, пытается стать звездой интернета и выбраться из обычной жизни. Ты не один. Voice of the Voice. Интересная игра, сделанная будто бы на движке от халвы. Спавнит нас в безлюдном лесу, где первоначально наша задача найти базу. Это база! По лору игры мы являемся астрономом, звездочетом или просто неким ученым, что ищет, записывает и отправляет звуки из космоса другому такому же ученому. Но все это происходит не бесследно. Помимо нагнетающей атмосферы, тут кто-то постоянно за нами следит. Хотя при этом же радары на базе говорят, что мы здесь абсолютно одни. Наше ментальное состояние будет с каждым разом ломаться, вплоть до непонятных снов, встреч с обитателями леса и неизвестных звуков. Покинуть место нельзя, как и перестать работать, потому как отсутствие выполнения задач приведет тебя к истощению и смерти. Однако и просто сидеть тебе никто не даст. Вечные поломки, галюны и траблы со светом. Если надумаешь играть, передавай привет кошка-девочкам. Боитесь глубины. Sea Shine. Обычная игра в формате IO, где главный герой, или же мы в роли медузы, бороздим лабиринты дна в надежде выжить. Почти все здесь настроено враждебно к нам, и единственная возможность оставаться на плаву — это самим охотиться на светящихся рыб и находить светокристаллы, или иначе все погрузиться во тьму. Наше передвижение издает красивый звук мелодии, а в те моменты, когда что-то идет не так, мелодия сменяется на зацикленный порядок нот. Убежать здесь нельзя, так как при попытке выплыть на поверхность нас просто съест огромный страж. Но и оставаться снизу тоже нельзя, ведь там и без того немало проблем и существ. В процессе всей игры мы будем слышать, как на фоне воют киты, и как нечто огромное обитает на этом же фоне. Цель игры же это найти всех представителей местной фауны, которые будут записаны в отдельный журнал. Также открыть всех медуз и улучшения. А в целом это просто IO, в котором все охотятся на той свет. А какие ты знаешь игры со скрытым сюжетом или жуткой атмосферой? Пиши в комменты, я обязательно сделаю вторую часть. На этом все. Пока.